Бред не бред, а иногда задумываешься, на что же поменять Air, когда станет совсем медленным. Новые MacBook'и меня как-то не радуют проблемами с клавиатурой, поэтому, видимо, придется смотреть на что-нибудь из винноутов. Можно быть, конечно, упоротым маководом, а можно посмотреть и найти что-нибудь действительно симпатичное. Вот у меня в руках 13-дюймовый Dell 7370. Пока его не откроешь или же не сравнишь, например, с Mac'ом, то тяжело поверить, что это тринашка, он действительно очень компактный. Крышка из углепластика вся такая секси внешне и очень приятная на ощупь. Ноут легонький, кило 100. Можно носить в любой сумке, держать в одной руке. Несмотря на то, что целиком черный, очень даже симпатичный и обращает на себя внимание карбоновой крышкой. Пока не открыла, посмотрим на порты. Что нам тут приготовили? Два USB Type-C на одной стороне. Забегу вперед и скажу, что через оба можно ноут заряжать. Мини-HDMI и внезапно слот для сим-карты. С учетом появления у нас LTE очень даже неплохо. Можно не заморачиваться поиском Wi-Fi или поработать где-то в парке. С другой стороны, привет, Apple. Один старый USB. Можно не спешить за переходниками. И 3,5 мм для наушников. А также слот для карты памяти. Правда, лишь microSD. Фотографы не оценят. Разъемов не густо, поэтому переходником с Type-C на все или обычным USB-хабом обзавестись все-таки стоит. Но знаете, что радует? Что можно купить ноутбук и по старинке подключать к нему все через теплый ламповый USB-A, а не возить с собой переходник. Самый важный тест, который делают с винноутами владельцы макбуков, провален. Ну и ладно, руки-то у меня две. На самом деле надо придерживать. Действительно, такой ноутбук, к сожалению, одной рукой не открывается, поэтому незручно. Заглянем внутрь. Сразу становится понятно, почему ноутбук такой компактный. По ноутбучным меркам рамок практически нет. Выглядит потрясающе. И пусть веб-камера уехала из этого в левый нижний угол, это вообще не страшно. Но рамки это еще не все. Матрица IPS матовая. В любых условиях выглядит просто шикарно, что бы вы на этом ноутбуке не делали. Можно посетовать, что всего лишь Full HD, а не Retina. Но камон, вы видели масштабирование Винсофта на Ultra HD дисплеях? Спасибо, не надо. Старого доброго Full HD будет достаточно. Но самое главное, экран матовый. При любом освещении, в любых условиях, никаких бликов. Все читается идеально. Запас по максимальной яркости есть. Минимальная, комфортная для полной темноты великолепно. Иначе не скажешь. Так, с экраном понятно. А что с клавиатурой? Ну не сериалы же я на нем буду смотреть, а тексты писать. Старая добрая островная клавиатура с островными клавишами. Немного мягковато, как по мне, но через день привыкаешь и можно шпарить тексты очень быстро. Традиционно у ISO раскладки короткий Shift слева и ступенчатый Enter, но это можно пережить. В целом за клавиатуру зачет. А вот тачпад для тех, кто привык к ноутам Apple, будет болью. Нет, если вы из тех людей, кто привык везде носить с собой небольшую мышку, то нет проблем. Но пользоваться только тачпадом здесь будет сложновато. Он маленький, недостаточно скользкий и чувствительный, да еще и по старинке с выделенными кнопками. Простите, а сейчас точно 2018 год? Ну, окей, шасси у этого ноута не новое, может быть в этом проблема. Впрочем, вы просто... вы посмотрите на этот сканер отпечатков. Точно машина времени. Хотя, вы знаете, есть в этом даже какая-то романтика. На самом деле нет никакой романтики, но смотрится очень странно. Корпус не самый новый, процессор тоже. Шестое поколение Intel Core M6, 8 ГБ ОЗУ, 256 SSD. То, что нужно для стильной и компактной печатной машинки, которая должна работать тихо. Но и с обработкой фотографий вполне справится, никаких проблем. В стандартном режиме офисной работы ноут отработал 3 часа с копейками. Не густо. От M-серии процессора ждешь большей автономности. Хорошо, конечно, что легкий, но 3 часа маловато, на рабочий день не хватит. Тестировать же производительность в играх смысла нет, понятно, что это не та конфигурация. Радует отсутствие вентилятора охлаждения, ноут всегда работает бесшумно. В ощутимом нагреве не замечен. Большой плюс этого ноутбука на момент съемки – это цена. В принципе, убийственный аргумент против MacBook'а. Еще здесь классный углепластиковый корпус, приличная автономность, а самое главное – очень крутой экран. Я, наверное, серьезно задумалась. А вы не думайте, вы подписывайтесь на Instagram розеточки, подписывайтесь на мой Instagram, ставьте мне лайки, комментарии, на Telegram-канал наш, например, можете подписаться.
Ну и не скучайте, скоро будут новые классные ролики со мной. Я еще сниму один про чехлы, а потом будут новые классные ролики. Всем пока, катуны!